Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить простейший базовый хлеб на закваске, который потребует минимальных действий с вашей стороны. Будем выпекать этот хлеб в форме, будем делать формовой хлебушек. По вкусу этот хлеб немного напоминает мне хлеб-кирпичик с таким тягучим мелкопористым мякишем и тонкой хрустящей корочкой. Вот такой красивый хлебушек по этому рецепту получается, и давайте готовить. Ингредиенты для этого рецепта вы можете найти в описании, они также сейчас видны для вас на экране. И начинаем мы с пшеничной закваски. Для этого рецепта понадобится пшеничная закваска 100% влажности на пике. Свою закваску я вынула из холодильника сегодня в районе 9 утра и покормила. Поэтому она мне постояла, и прошло где-то примерно 3-4 часа, она у меня поднялась в объеме в 3 раза. Как всегда, для вашего удобства я показываю вам температуру у меня на кухне. Это примерно 22 градуса по Цельсию или 72 примерно по Фаренгейту. И температура воды примерно около 30 градусов по Цельсию или 85,5 примерно по Фаренгейту. Температуры я показываю примерные, буквально только чтобы вы сориентировались. Если у вас дома жарче, чем у меня, то воду берем более прохладную. Если у вас холоднее, то воду берем более теплую. Сейчас я вливаю в большую чашку воду. Здесь по рецепту нам понадобится 300 мл воды. И сюда же в воду я добавлю 60 грамм пшеничной 100% закваски. И когда говорят, что закваска 100%, имеется в виду это ее влажность. То есть закваска 100% влажности – это закваска, в которой содержится одинаковое количество воды и муки в граммах. Для приготовления хлеба всегда используется закваска на пике. Это означает, что она сейчас на пике своей активности. Закваска на пике никогда не будет тонуть в жидкости, она плавает на поверхности этой жидкости, как бы возвышаясь над ее уровнем. Ну а теперь перемешиваем закваску с водой до полного растворения закваски. Чем лучше мы перемешаем закваску, тем лучше дрожжи распределятся по всей воде, а значит и по тесту. И, кстати, оптимальная температура брожения для этого теста 25-26 градусов по Цельсию или 77-79 по Фаренгейту. Этот рецепт действительно базовый, действительно простой. Все ингредиенты мы будем добавлять сейчас сразу, ничего не оставляя на потом. Сюда же в рецепт нам понадобится 1 столовая ложка меда. Чуть больше, чуть меньше не сильно играет роли 1 столовая ложка. Главное, чтобы мед был жидковатый, чтобы его легче было перемешивать. Если у вас мед густой, то его можно немножечко нагреть в микроволновке или на плите. Сюда же добавляем 1 чайную ложку, можно без горки, можно с небольшой горкой соли. Прямо сюда же в закваску. Обычно мы соль добавляем позднее, но в этом рецепте мы добавляем все вместе. И все хорошенечко перемешиваем до полного растворения меда и соли. Ну а теперь осталось добавить муку. Сюда по рецепту идет 400 грамм белой муки. Можно взять либо высший сорт, можно взять первый сорт. Здесь у меня белок в этой муке 11,7%, хотя по оригиналу рецепта сюда лучше подходит мука с белком 12,5%. И также я добавляю сюда еще 25 грамм цельнозерновой муки. И все ингредиенты теперь хорошенечко перемешиваем сначала вилкой, потом можно забраться рукой до полного увлажнения муки. Тесто должно быть влажное, увлажненное, мягкое, но при этом оно еще не сформировано, у него отсутствует структура или текстура, но оно будет мягкое, влажное и липкое. Если вы будете использовать муку такую, как рекомендуется по оригиналу рецепта, это 12,5% белка, то тесто у вас может быть более плотное и более тягучее. Из-за того, что в моей муке белка меньше, чем требуется, 11,7, я еще раз повторю, то тесто получается более мягкое, более липкое и более такое жидковатое. Вот такое тесто получается. Здесь, в принципе, ничего страшного нет, я уже делала, поэтому все нормально получается. На данном этапе я закрываю его крышкой и оставляю его отдыхать на час. Тесто я свое убираю в слегка нагретую духовку, потому что температура на кухне у меня прохладная, я показывала, а температура ферментации, я еще раз напомню, 25-26 градусов по Цельсию. Пока тесто стоит и отдыхает, в это время я подкормлю остатки своей закваски. То, как кормить вашу закваску, будет зависеть от того, каким методом вы ведете свою закваску. Свою закваску я веду методом без выбрасывания, а это означает, что все процессы происходят всегда в одной банке. В банке у меня осталось примерно грамм 80 закваски, сюда же я добавила 40 грамм муки и 40 грамм воды, и все это хорошенечко перемешиваем. Закваска любит, когда ее хорошо вымешивают, чтобы была хорошая консистенция, чтобы не было ни промесов или кусков муки. Собираем всю закваску со стенок баночки аккуратненько.
Все собираем в серединку. Также я помечаю всегда резинкой уровень закваски и посмотрите на мою закваску. Я только что перемешала ее со свежей мукой и водой, и она уже вся покрыта пузырями. Вот так должна выглядеть хорошая активная закваска. Накрываем закваску неплотно крышкой и отправляем ее в холодильник до следующего раза. В это время тесто у меня уже постояло, прошел час, и тесто отдохнуло. Вот так оно выглядит, совершенно никак не изменилось оно внешне, оно рыхлое, не очень эластичное, буквально немного расплылось по чашке. Рядом я поставила тарелочку с водой, смочила пальцы водой и начинаем делать растягивание и складывание. Для этого концы теста я снизу поддеваю рукой. Очень важно смачивать пальцы, потому что тесто на этом этапе очень липкое. Вытягиваем кусочек теста как бы вверх и накладываем все это на поверхность теста, формируя шар. Прокручиваем тарелку так часто и так много, насколько нам нужно до тех пор, пока тесто тянется и складывается. В какой-то момент оно уже перестает сильно тянуться и шарик формируется самостоятельно. На этом этапе я защипываю сверху немного концы, снова накрываю крышкой и снова будем отправлять на отдых. Всего мы будем делать 4 складывания и растягивания каждые полчаса. Я вам показала первое растягивание, второе и третье растягивание и складывание показывать не буду, они абсолютно одинаковые. И сейчас хочу показать вам четвертое растягивание. На этом этапе тесто уже заметно изменилось, оно стало более пышное, более податливое, более эластичное, хорошо тянется. Продолжаем тот же самый процесс, растягиваем и складываем. Для теста на закваске важно уделить время этому процессу растягиванию и складыванию, потому что это то, что формирует текстуру нашего конечного изделия. Накрываем на этом этапе снова тесто крышкой и отправляем его снова отдыхать в тепло на 30 минут. Ну и хлеб я буду выпекать вот в такой хлебно-металлической форме. Она достаточно большая для этого хлебушка, но у меня другой нет, поэтому выпекать я буду в этой. Смазываю ее слегка растительным маслом со всех сторон, так, чтобы хлеб не прилип. Уделяем этому время. Хочу вам показать размеры этой формы, чтобы вы тоже сориентировались. Ее ширина примерно 11 см, высота 10 см и длина 23 см. За это время тесто у меня постояло и отдохнуло, оно стало более податливым, более блестящим и более таким воздушным. Стол обильно я присыпаю мукой, тесто это очень липкое, и отделяем тесто от чашки, выкладываем его на стол. Вот так тесто выглядит, видите, какое оно блестящее. Когда ферментация хорошо идет в тесте, тесто становится более блестящим. И стараясь подхватывать тесто снизу, потому что снизу оно менее липкое, растягиваем тесто в прямоугольник. И затем этот прямоугольник сворачиваем в рулет. Края этого рулета я немножко подтягиваю для того, чтобы рулет получился равномерный. И самые краешки подщипываю к основному тесту. Когда я сворачиваю тесто, я ориентируюсь на свою форму, которую я поставила рядом, так, чтобы по размеру они совпали. Если нужно, можно тесто немножко поджать с боков. Все, перекладываем тесто в форму. Вот такое тесто получилось в формочке. Формочки у меня занимает оно всего лишь 1/3 формы. Этого немножко маловато, но моя форма, как я уже сказала, большая. На данный момент я накрываю тесто пленкой и оставлю его снова на расстойку до подъема как минимум в 2 раза. У меня оно стояло при тех же самых температурах 25-26 градусов по Цельсию или 77-79 по Фаренгейту и поднималось примерно 3,5 часа. И чтобы тесто не лопнуло там, где ему захотелось во время запекания, на тесте лучше всего сделать надрез. Однако сделать надрез на теплом тесте не всегда получается хорошо. Вот вы видите, как я сейчас пыталась это сделать лезвием, несмотря на то, что лезвие очень острое и очень тонкое, тянется тесто за лезвием. Немножко я присыпала мукой и стало чуть-чуть получше. Но сейчас расскажу, что можно сделать, если у вас все-таки не получилось сделать надрез. Хлеб я сверху слегка сбрызнула водой и отправляю его выпекаться при температуре 220 градусов по Цельсию или 428 по Фаренгейту. Первые 15 минут будем выпекать с паром, поэтому я положила 3 кусочка льда вниз в чашку. И запекать будем хлеб 45 минут. Если так получилось, что тесто сырое вы не смогли прорезать лезвием и сделать раскрытие, то можно поставить тесто запекаться так, как оно есть, но минут через 7 открыть духовку и, не вынимая хлеб из духовки, быстрым движением лезвием прорезать в середине теста тогда, когда корочка уже начала запекаться, тогда она будет держать форму и тогда вы сможете сделать разрез поглубже. В итоге у нас получился вот такой красивый хлеб, он выпекался 45 минут и давайте посмотрим, что у него внутри.
Сразу после выпечки этот хлеб имеет очень хрустящую ароматную корочку. Я свой хлеб выпекала поздно вечером, и он мне простоял всю ночь в полотенце. И сейчас это то, как он выглядит утром. Он очень мягкий, нежный, у него мелкопористый мякиш, очень приятная текстура. По текстуре он мне напоминает обычный самый базовый хлеб-кирпичик. Очень вкусный, ароматный. У него тягучий мякиш, он не крошится, не ломается и не разваливается. Тонкая корочка, хорошо сминается и восстанавливает свою текстуру. Хороший, очень простой базовый хлеб на каждый день. Такой хлеб подходит в принципе ко всему. Сейчас я на данный момент хочу попробовать его с паштетом. Да, это очень вкусно, хороший мякиш, очень мягкий хлеб и хорошая текстура. Тягучая текстура – это как раз то, за что я люблю весь хлеб на закваске. И как всегда, если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту, то на все вопросы я отвечаю в комментариях.